Доброго дня! Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Подписывайтесь, кстати, и на мой канал, ведь здесь будет интересно. А сегодня поговорим о таком явлении в отношениях и личном качестве людей, как ревность. Поделюсь с вами, на мой взгляд, двумя наиболее значимыми механизмами, лежащими в основе проявления ревности. Практика показывает, что именно эти два механизма ревности совпадают с реальностью и соответствуют ей в подавляющем числе случаев, хотя не отрицаю наличие и других вариантов, имеющих место быть. Один из этих механизмов локальный, второй глобальный. И сейчас я, конечно же, все поясню. Начнем с локального механизма. Его суть в том, что проявление ревности является на самом деле запросом от человека на уделение ему внимания и времени. Ну а если еще точнее, опосредованным запросом на секс. То есть тот, кто ревнует, не считает, что партнер ему и в самом деле изменяет и что-то скрывает, а через ревность говорит: «Мне нужно твое внимание». А поскольку ревность чаще всего сексуализирована, то через ревность человек говорит: «Мне нужно больше секса с тобой». Получается своего рода искаженная схема проявления своих желаний. Психологическая работа в таком случае будет строиться на развитии навыка человека отслеживать у себя такой механизм и прерывать его, переводя взаимодействие с партнером с опосредованного заявления о своих желаниях на прямой. Теперь глобальный механизм ревности. Я раскрою его по принципу от большого к малому, где ревность вот то самое малое и просто звено в некой цепи. Итак, цепочка запускается сознательно или бессознательно с желания человека гарантированной безопасности, что в совокупности с невозможностью достижения таковой, просто потому что жизнь это априори небезопасный и неконтролируемый хаос, ведет к повышенной тревоге. Далее, тревога в качестве компенсации и в попытке сбалансировать состояние запускает негативный контроль, чем в контексте нашего разговора и является ревность. То есть ревность это такая форма негативного контроля. Вот, собственно говоря, и вся цепочка, при рассмотрении которой оказывается, что ревность это всего лишь звено негативного контроля. К слову, если в человеке срабатывает именно этот механизм, то в других аспектах жизни человек тоже будет проявлять негативный контроль. Там, в питании, на работе, воспитании детей, в дружбе, и во всех сферах. И ревностью к партнеру все не ограничится. Не зря же механизм глобальный, он влияет на всю жизнь сразу. В таком случае, в плане психологической помощи, не нужно работать отдельно с ревностью, нужно обращаться к источнику, то есть к иллюзорному желанию гарантированной безопасности. Если кратко расшифровать, то за этим желанием сокрыта тема смерти. И психологическая работа будет строиться через развитие контакта человека со смертью как явлением, природным и социальным. И когда такой контакт будет установлен и позитивный опыт получен, то вся цепочка рассыпется, а вместе с ней уйдет в частности и ревность. Вот такие два механизма ревности. Наиболее эффективная работа с обоими строится на основе развития контакта человека или пары, если работа парная, с телом. Точнее, с телесностью в широком смысле слова. Но, кроме того, чем является ревность для того, кто ревнует, нельзя забывать о том, чем она является для объекта ревности. А является она формой насилия. Да, если ревность не выраженная, то есть на уровне мыслей, то это сдерживаемое насилие, направленное человеком на самого себя. Если же ревность выраженная, например, классические формы, проверка телефона, соцсетей, мессенджеров, слежка или видеонаблюдение за партнером, то это уже проявленное насилие, хоть пока и не физическое. И
Конечная стадия – это проявленное физическое насилие. Обычно эти стадии развития ревности последовательны, то есть со временем человек переходит от одной к другой. Это как наркотик. Дозу контроля над партнером нужно постоянно увеличивать. Такова уж тут логика. В заключение скажу, что ревность – явление опасное. Да, у нее есть психологические механизмы, например, вот те, которые мы рассмотрели сегодня, как и множество других возможных вариантов. Однако человек, которого ревнуют, попадает в более чем дискомфортную ситуацию, сделать в которой он мало что вообще может. Ведь задача и ответственность разбираться со своей ревностью лежит всегда и только на том, кто ревнует. Тогда как у партнера в распоряжении есть лишь один действенный вариант обезопасить себя – выйти из взаимодействия. К слову, именно этот вариант я и рекомендую людям, оказавшимся в такой ситуации, потому что рисковать собой, своим комфортом, здоровьем, а то и жизнью не имеет смысла, какими бы в целом отношения ни казались хорошими и перспективными. Я ведь не зря сказал, что ревность – это форма насилия. Ну а людям, склонным к ревности, я рекомендую обратиться к специалисту и через психологическую работу выявить и скорректировать механизм, запускающий ревность и лежащий за ней. Ведь это всего лишь какая-то поведенческая программа, причем неэффективная. А стало быть, ее можно заменить на другую, более эффективную. Что ж, и вот на этом на сегодня будем разговор завершать. И я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца, и напомню, если вам необходима психологическая помощь, обращайтесь. У меня обширный опыт успешной работы с самыми разнообразными психологическими проблематиками. А под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!